Мои дорогие подписчики, всем привет! Вы не поверите, где мы сегодня. А сегодня мы в гостях у эксперта перманентного макияжа Юлия Лаванда. Посмотрите, что у нее вот тут. У нее очень много разных призов, наград. Это еще не все. Здесь вот еще часть стоит. И вон там целая картинная галерея ее сертификатов. Где ты только не училась, Юлечка, да? Училась очень много на самом деле. И действительно, я являюсь экспертом перманентного макияжа, потому что у меня очень большой опыт работы. Я была участником многих чемпионатов, в которых стала победителем. Вот мои награды. А также я являюсь чемпионом Украины и чемпионом Египта. Да, даже Египта, да? В огромнейшем чемпионате ВУЛОП, это всемирный чемпионат, который впервые в прошлом году проходил в Египте, в Каире, да, где я брала участие, и я заняла первое место в технике волоски. Также я занимала призовое место в Украине в этой же номинации. А также у меня второе место в технике стрелки с растушевкой. Представляла Египет на международном чемпионате, который проходил в Турции, в Анталии в прошлом году. Да? Да, и наша команда там была. Дорогие друзья, вы представляете, кого я вам нашла сегодня? Это волшебная девушка. Она, кроме того, что она специалист высшего уровня, она еще очень сексуальная. Но это вы увидите. Будьте уверены, что наша красотка Виктория точно в надежных руках. Конечно, в надежных. Жизнь Юлии очень насыщенная, и она постоянно учится. Итог этого – множество разных призов и наград за первые места. А запрос мой был таков – придать моим бровям насыщенности и выразительности. Я поняла ваш запрос. Значит, смотрите, мои дорогие, насколько важно иметь красивые брови. Форма бровей может полностью изменить вид, изменить взгляд, сделать лицо свежим, ухоженным. И мы сейчас делаем бровки, и это будет вам доказательство, что у нас будет большая трансформация. Всего лишь бровки, но вы увидите Викторию абсолютно другой. Итак, будем приступать. Да? Еще немножечко расскажу, как я это вижу. Юлия предложила сделать мне пудровое напыление, дабы подчеркнуть естественную красоту моих бровей. И, самое главное, цвет бровей будет сочетаться с моим цветом волос. Специально для вас несколько слов о перманентном макияже губ. Итак, девочки, перманент губ – это очень классная процедура, с помощью которой мы можем обновить форму, подкорректировать, если есть небольшая асимметрия, возможно сделать коррекцию, подобрать натуральный цвет, если контур губ обесцвеченный, и он кажется достаточно маленькие губки. С помощью перманента мы можем визуально сделать губки немножечко больше и красивее сделать форму. Также с помощью перманента губ мы можем подкорректировать цветовые пятна на губах. То есть бывает такое, что натуральный прокрас губ не везде одинаковый. А также бывают белесоватые гранулы Фордайса. Если вы видели иногда, на слизистой части губ часто у людей такие вот белые точечки. Это называется гранулы Фордайса, которые возможно скорректировать с помощью перманентного макияжа губ. И перманентный макияж губ, он может быть абсолютно разный. У нас есть два варианта. Первый – это акварельный прокрас, который сделает легкий такой тинтовый прокрас, то есть это будет максимально натурально, как будто бы вы нанесли легкий блеск на губки, слегка розовенькие, бежевенькие, натуральные оттенки, то есть это не будет плотного прокраса. Это подходит для тех, кто очень любит натюрель, либо для молодых девочек, которые как бы не хотят достаточно ярко выглядеть. Такой перманент будет носиться около года. Второй вариант – это у нас помадный прокрас. Помадный прокрас – это более плотный прокрас, внесение гораздо большего количества пигмента, используются другие более плотные пигменты, которые дают нам более стойкий, яркий цвет. Это подходит для тех девушек, которые хотят быть гораздо ярче, которые не хотят наносить макияж. В принципе, и все. К этой теме мы вернемся немножечко позже, а сегодня мы будем работать над бровками. И сейчас я вам покажу, с чего же начинается эта процедура.
Итак, мы приступаем к процедуре. Первое, что мы будем делать, это мы будем отрисовывать эскиз. Это самый главный этап в этой процедуре. От этого зависит наш конечный результат. Обрабатываем кожу и приступаем. Уже, девочки, нынче бровки делаются не как раньше на глаз делали, а все это измеряется, есть четкие правила построения бровей. Ух Это ты! вот такая линейка. Вау! Да. Надо же. Будем делать чертежи. Находим серединку бровей, начало бровей. Смотрим. Теперь мы определяемся с шириной бровей. Нижнюю границу выстраиваем, верхнюю. И находим высоту апексов. Это самая высшая точка бровей. И после этого мы будем смотреть сейчас длину бровей. С помощью Ого, штангенциркуля, специальный, да, мы будем определять апекс брови. На самом деле перманент – это, казалось бы, всего лишь делать брови, но это действительно целая наука. Что такое Здесь интересное. очень много секретиков, много техник, поэтому я всегда учусь, повышаю свою квалификацию. Мы будем делать абсолютно легкое напыление. Нам не нужен плотный прокрас, нам всего лишь нужно придать бровкам красивую форму. Потому что у вас и так свои бровки красивые, но мы можем сделать их еще немножечко лучше. У меня вообще самое главное правило в моей работе – это сделать девушек еще красивее, чем они есть, подчеркнуть их красоту, но достаточно натурально, мягко, при этом не меняя их полностью, сохраняя их индивидуальность, чтобы не было шаблонной работы. То есть я подбираю для каждого клиента все индивидуально, все отдельно, каждому отдельная техника, которая подходит именно вам, в вашем случае, а также цвет. Вот у нас такая бровь. Вот она будет в середине этой рамочки. Дорогие подписчики, смотрите, как я выгляжу сейчас. Вот так вот. Да, сейчас у нас есть эскиз, белой нитью мы сделали, в которой вот в середине этой рамочки будут у нас бровки. Сейчас мы будем ложиться и очертим нижнюю границу белой пастой, зафиксируем эскиз и будем приступать к процедуре. Итак, готовы? Да. Вам нравится? Очень нравится. Девочки, прежде чем начать работу, я всегда показываю клиенту бровки, я рассказываю, как это будет выглядеть. И только тогда, когда клиент дает согласие, когда ему все нравится, когда его устраивает форма, толщина и все остальное, только тогда мы приступаем к работе. Но что вы должны знать? Те бровки, которые вы видите сейчас, то есть при заживлении эти бровки будут слегка меньше. Поэтому девочки не должны пугаться. Изначально перманент бровей выглядит гораздо ярче. Цвет, когда он свежий, он яркий достаточно. И бровки выглядят шире, потому что при заживлении цвет уходит процентов на 30-40. Это все в зависимости от того, каким пигментом мы работали, а также зависит от вашей кожи, от вашего организма, насколько приживется. И тогда вы увидите, что бровки стали светлее и стали немножечко уже. Поэтому пугаться не нужно, что они будут сегодня немножечко ярче и немножечко как бы шире, чем в конечном результате. Супер. Все, приступаем. Супер. Итак, Виктория, когда мы работаем с перманентным макияжем, конечно же, у нас все индивидуально, все стерильно, столик заматывается индивидуально
для каждого клиента. Вот смотрите, в процессе мы будем использовать новую запечатанную иголочку. Это иголочкой колется, Да, да? это маленькая иголочка. Да. Мгм. Итак, сейчас мы будем приступать. Дорисуем нижнюю линию эскиза и будем приступать. Будем вам делать тепленький такой цвет, красивый коричневый. Да-да-да, коричневый. Да. Будет очень красиво. Ой, мои дорогие подписчики, я в возбуждении. Да. А как вы обо мне узнали? Как вы меня нашли? А вас? Ну, Да. а вас, во-первых, знает весь город. За вами я наблюдала уже несколько лет в Фейсбуке. Вы куда-то поедете, там уже оттуда везете грамоты. Я вот лайки ставила и решила прийти познакомиться с таким мастером. Очень интересно. Супер. Вот. На самом деле у меня действительно очень много клиентов, и клиенты с разных стран приезжают иногда даже с Европы просто для того, чтобы совместить отдых и сделать процедуры, потому что они знают мое качество, и цена, конечно, отличается не так, как в Европе. Мгм. Гораздо будет приятнее им сделать. Да? Откуда Да. больше всего клиентов? Но на самом деле больше клиентов, наверное, наших славянских, вот Украина, Россия, Беларусь. Процентов, я думаю, 40. Мгм. Да? Процентов 40 у нас иностранцы, европейцы с разных стран. Это и Германия, как бы, ну, много достаточно. И процентов 10 у нас египтян. Да. Эта процедура будет достаточно терпима, мало болезненная. Не могу сказать, что это прям вы вот вообще ничего не чувствуете. Ну, легкое такое пошкрябывание кожи. Ну, это как бы терпимо и не больно. Потому что многие клиенты боятся, переживают. Это будет больно, я это не вытерплю. Абсолютно нет. Здесь у меня есть 2 вида анестезии, очень хорошие. Бровки это безболезненно. Мне иногда клиенты пишут, хотят записаться, либо просто интересуются со мной, спрашивают за прайс. Буквально вот недавно одна девушка написала, спросила цену, я ей ответила за цену на перманент. Она написала: ой, у вас, конечно, очень дорого, но я знаю, что ваши работы этого стоят. Это действительно так. Я могу сказать, что да, я делаю дорогой, качественный перманент. И те, люди, которым важно качество, вот им ко мне всем, потому что моя цена соответствует тому, что я вкладываю в свою работу. И очень часто хочется донести как бы клиентам, как формируется прайс, из чего он состоит, да, почему у одного мастера работа стоит, например, 2000, а у другого мастера 7000. Конечно же, что каждый может себе оценивать себя и выбирать прайс тот, который он там хочет, мастер ставить. Но как бы у меня все, на все есть причина, почему у меня такой прайс. Во-первых, что клиент, с чего состоит, да, вот этот вот прайс? Клиент платит за качество, а качество – это мой опыт, это мои знания, это моя качественная работа, в которую я вложила очень много денег для того, чтобы стать мастером перманентного макияжа. За эти 3 года моей практики я вложила больше, чем $10 000. Вообще восхитительно. Да, чтобы вы понимали, что базовое образование, базовый курс, который длится всего лишь 6 дней, стоит $1200. Последний раз я была вот на курсах повышения квалификации. Я училась в Таиланде у самого крутого мастера, позаимствовала опыт в технике волоски. Этот курс за 3 дня я заплатила $1500. Плюс машинка, вот, которой я вам буду работать, одна машинка стоит $1300. С доставкой она мне еще дороже вышла. То есть это в стоимость входят материалы, машинка, которой я работаю, качественные пигменты, качественная анестезия.
Но самое дорогое, что есть в этом, это опыт, который не купить как бы ни за какие деньги, потому что это мои бессонные ночи, это то, что клиент не видит. Когда он ко мне приходит, он знает, что я делаю брови, но каким образом я научилась эти делать брови, вот это уже другой вопрос. Потому что когда люди спят, а я прихожу с работы и тренируюсь на латексе, это делаю, и это делала в протяжении целого года, когда я уже была мастером, но я все равно вот тренировалась каждый день. И это как раз был залог моего успеха, то, что привело меня к победе. Потому что первый мой чемпионат был в Украине. У меня был, представьте себе, у меня был опыт работы всего лишь 10 месяцев. И я участвовала в категории, я должна была участвовать в категории юниор, это то есть начинающий мастер, который вот до года, а у меня еще и года не было, но я уже участвовала в категории мастер, который опыт от года до 3. И в этой номинации я заняла призовое место, то есть вы представляете, как бы, да. И все это благодаря моему труду, то, что я работала над собой, я постоянно училась, тренировалась. То есть даже когда люди идут и хотят закончить эти курсы, хотят стать мастером перманента, они вот, знаете, как бы глупо, когда человек думает, что он заплатил $1200, прошел у меня курс, но извините, я же вам свои руки не пришью. То есть я вам даю базу знаний, я делюсь своим опытом, своими наработками, то, что я вижу в процессе, как заживает. Очень много ценной информации. Но дальше, станете ли вы успешным мастером или нет, все зависит только от вас, от вашей цели, от вашего упорства, трудоспособности, если вы будете в себя вкладывать и стараться тренироваться. Как говорится, вода и камень точат, правильно? Вот если будете каждый день работать над собой, конечно же, что вы достигнете хорошего результата. Вот поэтому мой перманент стоит дорого, потому что я туда вложила очень много денег, своего времени. Это моя практика, мои бессонные ночи, и за это мне клиенты платят, чтобы получить действительно качественный перманент, который будет хорошо носиться. И что еще важно, что я хочу сказать, что иногда люди как бы смотрят на картинки, вот вживую не видят работу, и что происходит после с клиентом они не видят. Они видят картинку, которую мастера постят в интернете, все это сейчас делается с какой-то ретушью, все красиво там обработали, все супер. Но самое ценное, самое главное, как потом клиент будет выглядеть, потому что любая свежая работа перманента – это всегда красиво. Но вот когда заживает, тогда вот начинаются проявляться все косяки. Какие-то заглубления, посинения, пигмент либо плохо прижился, было травматично, сильно сделано. То есть очень много ошибок, много нюансов. И вот за это как раз люди платят деньги, чтобы не ошибиться и не быть в этих вот как раз нюансах. И знаете, что еще очень будет мудро, и как бы, когда человек любит себя, когда человеку очень важно, как он выглядит, но он не позволит себе делать какой-то непонятном месте перманент, который он, представьте, будет носить год, а то и 2 на лице. Вот если вы пойдете не в то место, и вам человек мастер сделает какие-то не такие брови, кривые либо синие, а вы будете каждое утро просыпаться и видеть себя в зеркале с этими синими бровями, конечно же, вы будете недовольны, и это будет портить качество вашей жизни. И поверьте, что вам придется потом потратить гораздо больше денег, чтобы это удалить, потому что это удаляется, эти ошибки, очень сложно. Для этого нужно лазерное удаление, которое стоит достаточно дорого, то есть один сеанс 1750 фунтов. И таких сеансов, в зависимости от того, сколько было пигмента, это может быть от 2 сеансов до 5-6. У меня есть клиенты, которые приходят со старым перманентом неудачным, которым мы удаляем больше года. То есть человек ходит, это, во-первых, дорого, это больно, человек ходит, как бы с серыми, светлыми бровями, ничего не может сделать, и только потом мы делаем красивые брови. Вот как дорого может быть стоить ошибка, которую совершает. Поэтому, если как бы человек хорошо мыслит, он поймет, что это недорого, потому что вот эта вот сумма вы платите за перманент, за качественный, и это то, что вас будет радовать год, а то и 2. И это ваше лицо, это ваша визитная карточка, это то, что вы видите каждый день утром, когда вы просыпаетесь. Это же важно, правда? Вот, поэтому я хотела бы всем девочкам сказать, что когда вы выбираете мастера по перманентному макияжу, будьте очень внимательны
И смотрите работы, смотрите зажившие работы. Если вам что-то непонятно, не стесняйтесь попросить, чтобы вам выслали дополнительные фотографии, либо объяснили. Вы можете прийти на консультацию для того, чтобы познакомиться с мастером и понять его экспертность, почувствовать, готовы вы ли довериться этому человеку или нет, потому что ошибка может стоить достаточно дорого. Вот. О, согласна с вами. Я вам вот если покажу, у меня там есть некоторые фото, с которыми приходят от других мастеров, то вы будете в шоке, какие стрелки. И заплатила 4000, а у меня стоит 7. А теперь будет она вот всю жизнь ходить с такими стрелками. И опять же приходит ко мне вот переделать их, да, хочет переделать. Но она мне все равно должна заплатить 7, потому что это моя работа. Я после чужого мастера, это как новая процедура. И мне уже сложно переделать. То ли я работаю изначально, создаю красоту, то ли мне уже приходится как-то вот залепить вот это, то, что уже как бы человеку сделали. Это факт. И я вот задаю человеку вопрос, вот почему вы сразу ко мне не пришли? Ну, у вас дорого, я решила сэкономить. Ну вот, решила сэкономить, а в итоге сэкономить не получилось, и придется все-таки мне опять же заплатить как бы эти деньги, вы понимаете? Вот поэтому как бы нужно сразу выбирать нужного мастера, потому что это важно, это лицо. Это не маникюр, который, если вам не понравился, вы пошли его сняли и переделали. Ну вот же говорят, что жадный платит дважды. Вот тут такая же история как бы. Если пожалел деньги на хороший качественный перманент, будь готов потом оплатить лазерное удаление. Ой, дорогие друзья, вы только посмотрите вообще на меня. Я себя чувствую, знаете, такой кошечкой, сексуальной пантерой. Я это очень как бы хотела, я даже не думала, что так можно. У меня теперь будет такой выразительный и приподнятый взгляд. Юлечка, вы волшебница, спасибо вам большое. Спасибо большое, я с удовольствием с вами поработала, мне было очень приятно сделать для вас такую красоту. Я как бы постаралась максимум исполнить ваши запросы, я думаю, у нас очень хорошо получилось. Я думаю, зрители увидят, что абсолютно вы преобразились, стали абсолютно другая. И мне кажется, даже вы стали себя по-другому чувствовать. Конечно. Более уверенно и так прям сексуальная такая стала. Да, я теперь очень. Что я вам еще хотела сказать в завершении, что вот то, что вы сейчас видите, это у нас не конечный результат. Конечный результат мы можем оценить только после полного заживления. Как у нас проходит заживление? Вот первый день, как вы видите сейчас, ваши бровки достаточно темные, яркие и достаточно широкие. После того, как кожа заживет, она отшелушится, это будет примерно 7-8 дней процесс заживления. У каждого разное время, это зависит от возраста, от многих факторов. Когда ваша кожа отшелушится, вы увидите, что цвет станет гораздо светлее, примерно на 50%. Часто клиенты в этот момент пугаются, они пишут: у меня все исчезло, было так ярко, я уже к ним привыкла, а сейчас у меня ничего нету, мало остаток. Не пугайтесь, это нормальный процесс заживления, это еще не конец. То есть пигмент становится гораздо светлее, но это еще не законченное заживление. Заживление происходит, это ваш возраст плюс 10 дней. То есть в зависимости от возраста клиента, примерно как минимум нам нужно выждать 1 месяц, а лучше 1,5, для того, чтобы оценить результат, потому что в процессе заживления пигмент поднимается наверх кожи и проявляется. И тогда ваши бровки станут снова ярче, но не такие яркие, как вы их видите сегодня. А для того, чтобы перманент носился долго, хорошо, и чтобы достичь максимально хорошего результата, для этого нужно закончить полную процедуру, а это первичная процедура, которую мы с вами сделали сегодня, а также через месяц-1,5 мы должны с вами сделать коррекцию. Когда мы сделаем коррекцию, тогда процедура будет считаться полностью законченной, и тогда с этими бровками вы сможете ходить 1,5-2 года, и через 2 года я вас увижу на обновлении. Ой. И в завершении хочу вам рассказать, как вам нужно правильно ухаживать за вашими бровками. Сегодня вы их должны протирать водичкой чистой каждые 2 часа для того, чтобы убрать сукровицу с бровей, чтобы не было толстой корочки, это будет лучше заживление происходить. А также я вам даю специальную мазь с витаминами
заживляющая. Вы ее будете наносить после каждого протирания, то есть сегодня каждых 2 часа, а с завтрашнего дня мы уже бровки не мочим водичкой, стараемся ограничить попадение воды. Конечно же, вы можете умываться достаточно быстро и после этого промокнуть бровки сухой салфеточкой. Ни в коем случае нельзя тереть, травмировать эту зону и чтобы долго не находилась под водой, чтобы не размягчить кожу. Нельзя посещать солярии, нельзя посещать пляж хотя бы неделю до заживления. Если вы все-таки будете попадать на солнце, и это неизбежно, тогда лучше носить какой-то головной убор, кепочку, чтобы защитить от прямого попадения солнечных лучей на зону перманента. А также после того, как ваши бровки заживут, для того, чтобы они хорошо носились и не ушло это все в какой-то нежелательный оттенок, нужно защищать бровки солнцезащитным кремом. Ну и вообще, конечно же, я рекомендую всем пользоваться солнцезащитным кремом, чтобы сохранить молодость и здоровье вашей кожи. Так как я являюсь косметологом, поэтому знаю, знаю, о чем я говорю. Вот. Это вам ватные диски, будете протирать в дороге, можете дома продолжить. Спасибо. И в завершении дарю вам вот такой вот красивый леденец. Это можно кушать, да? Да. Это будет память о встрече с вами, смотрите. Да. Класс, супер. Приятного вам заживления, точнее, хорошего вам заживления и до новой встречи с вами. Спасибо большое. Пожалуйста. Ну что ж, с очаровательной Юлией мы снова скоро встретимся. Ну а на сегодня все. Номер для консультации я оставлю под видео. Делайте перманентный макияж и будьте счастливы. До скорых встреч в Египте. Пока-пока.